Эдди, умоляем! Мы не можем Выколем твои глаза! Разорвем тебя на части! Раздавим изнутри! Ты... это не всерьез? Прошу, успокойся. Я твой друг. Заполним твои легкие. Задушим тебя во сне. Просто помолчи. Всем привет! В перерывах между озвучкой манги я решил взяться за, возможно, мой любимый комикс от студии Marvel, в котором нам расскажут интересное переосмысление персонажа Венома. Мы увидим более мрачную и взрослую историю, в которой симбиот стал агрессивным и неподконтрольным. Завтра в кинотеатрах состоится премьера третьего фильма «Веном. Последний танец». И хочется верить, что создатели вдохновлялись именно этой историей, ведь без преувеличения это, скорее всего, лучший комикс про Эдди Брока и его антигеройские свершения в инопланетном костюме. Приятного просмотра и давайте начинать. О, государь! Оно слишком сильно! Держать эти врата, что есть мочи! Кошмар. Лишен смысла. Я никогда не бывал в этом месте. Никогда не понимал этого языка. Где клятый Беовульф? Но затем что-то появляется. Нечто знакомое. Это бес! Будто оно принадлежит мне. И тогда я понимаю. Этот кошмар, это видение, оно не мое. Беовульф! Беовульф! Оно принадлежит моей тени. Наш Карасар. И я просыпаюсь один. Где? Где ты? Нет, не один. Всегда. Эй, с тобой все в порядке? Это всего лишь гроза. Обычный гром. Нечего бояться. Ничто нам не навредит. Мы боимся не грозы. Ты видел его? Видел монстра? Да, я его видел. Не знал, что у тебя бывают кошмары. Как и мы, Эдди. Эдди Брок, разбитый и раздавленный жизнью, просыпается в маленькой убогой комнатке на задворках Нью-Йорка. Сон, который снился Веному, по ментальной связи передался и Эдди. Оба не понимают, что происходит, но оба чувствуют. Что-то грядет. И это что-то пугает даже такое могучее существо, как симбиот. Почему нашему разуму больно? Что с нами не так, Эдди? Ничего. Ты в порядке. Это был лишь... Ложь! Если все в порядке, зачем ты принимаешь эти таблетки? Мне нужно подумать. Ладно? Эдди, пожалуйста, не делай этого. Не подавляй нас. Эдди, зачем ты делаешь это? Мы можем быть лучше. Прости. Мне жаль. Мы не знаем, что с нами. Использовав нейроблокаторы, Брок попытался приглушить сознание симбиота. Но в момент, когда тот был почти подавлен, он услышал. Эдди, умоляем, мы не можем Выколем твои глаза. Разорвем тебя на части. Раздавим изнутри. Ты... это не всерьез? Прошу, успокойся. Я твой друг. Заполним твои легкие. Задушим тебя во сне. Просто помолчи. Вырвем твое сердце. Сожрем твои мозги. Нейролептик подействовал. Его голос умолкает. Мы можем
Теперь я могу подумать, только я. С моим симбиотом что-то не так. Он как будто теряет рассудок. Он словно неисправен. Его мысли и чувства хаотичны, жестоки. Появились ночные кошмары. Но не это удивительно. Впервые за долгое время он меня пугает. Если я не смогу в ближайшее время его вылечить... Прием! Вижу того фонаря отморозка. Он и его банда головорезов направились на склад на Чорчи Уоррен. Прием! Это все. Пошлите всех, кого можете. Повторяю, срочно требуется серьезное подкрепление. По полицейскому каналу связи Эдди услышал о бесчинствах бандитов на улицах и, недолго думая, он поспешил навстречу опасности. Он все еще надеялся вернуть себе статус репортера, а для этого придется опять лезть в самую гущу событий. Нужно разобраться с этим, пока не стало еще хуже. Я уже потерял работу в информационном вестнике из-за слишком частых задержек статей. Черт, оказывается, тяжеловато работать с раздражительным пришельцем, яростно несущим пургу 24/7. Я все еще могу контролировать своего другого. Достаточно, чтобы осмотреться. Но это трудно. Я чувствую, как он борется во мне. Пытается освободиться. Жаждет убить кого-нибудь. А пока мы еще не совсем бесполезны. Последние несколько месяцев мы приглядывали за новым Джеком-фонарщиком. Пускай мы не в высшей лиге, но все еще защищаем невинных по-своему. Пацаны, я вам отвечаю, паутиноголовый никогда не учует вас с этими игрушками. Они из личного арсенала Нормана Осборна. Первоклассные стволы и высокотехнологичные. Стреляют в обход этого его дебильного чутья или что там у него, помогающего ему предвидеть наше появление. Фонарщик, что-то я не припомню, чтобы Осборн использовал огнестрел. Чего? Еще как использовал. На своем большом глайдере, который был просто напичкан огнестрелом. Я вам базарю. Знаешь, ты, вероятно, тупейший пацан, что носил этот идиотский костюм для Хэллоуина. Че? Эй, парни, давайте не будем пороть горячку. Я уверен, я смогу... Свет? Что это за хрень, Джек? Это не я. Стоять! Не с места! Да черт! Полиция нагрянула прямо в логово низкосортных суперзлодеев, ряженых в идиотские костюмы. Да, я знаю, это немного скучно. Раньше мы были в гуще событий. Ломали челюсти и вершили правосудие с большой зубастой улыбкой на лице. Но сейчас мы в роли наблюдателей. Пока я не разберусь, что не так с моим другим, нельзя рисковать и подвергать невинных опасности. Чувствую себя трусом, но я могу продать эти снимки, и у нас будет что поесть. Я уверяю себя, что если ситуация выйдет из-под контроля, мы вмешаемся. К счастью, все под... нет! Стоять! У него мой пистолет! Сотрудники правопорядка почти скрутили бандитов, но новый фонарщик умудрился выхватить оружие и начал палить без разбора по полицейским. И вот каково оно. Я пассажир. Мое тело больше мне не принадлежит. Пытаюсь договориться со своим другим, успокоить его. А в ответ я слышу лишь крик и смех. В момент эмоциональной нагрузки симбиот берет контроль над Эдди и нападает на преступников. Он умоляет. Имеет право. Ладно, я сдаюсь, слушай. Да я даже не настоящий Джек-фонарщик. Я нашел эту экипировку и мне жаль. Только не... О боже, это ты. Но это уже не я. И Веном не слушает.
Брок пытается остановить своего попутчика. Но бесполезно. Он не слышит его и не подчиняется ему. Чувак, клянусь! Отпусти меня! Я никому не скажу, что видел, лады? Нет, не скажешь. Эдди, нет, симбиот, выдавил ему глаза. Еще чуть-чуть, и он бы раздавил голову псевдофонарщика, как гнилую тыкву. Господи боже! Эй, не с места! Он убивает того парня! Пристрелите эту тварь! Мои глаза! Мои глаза! Нет, ты ранишь офицеров. Ты меня слышишь? Эти люди невинны! Слушай меня! Скажи что-нибудь! Брок знает, что сейчас произойдет, но он ничего не может поделать. Ужасная, измененная и искаженная версия Венома вырвалась наружу. Он выглядел еще более угрожающим и пугающим. Рисунок на его теле стал красным, челюсть намного больше, а на голове вместо глаз образовалась красная спираль. А сам он что-то бормотал на никому неизвестном языке. Наш Карасаре. Я тону все глубже и глубже внутрь этого существа, монстра, коим мы были. Что это за хрень? Полицейские стояли обездвиженно. От страха они были не способны даже просто попытаться убежать. И этот язык, он звенящий в моей голове, будто бьется стекло. Больно. Выстрел в голову симбиота. Это необычная пуля. В самом центре спирали, посередине лба монстра, был мерцающий огонек. Что это? Бомба? Но чья? Господи, прошу, пожалуйста, кто-нибудь, пока все не зашло слишком далеко, убейте нас! Огромный взрыв в переулке раздался на весь город. Кто бы это ни был, с жертвами он не считается, ведь полицейские вряд ли успели убежать из зоны поражения. Что? Где? Что случилось? Те полицейские, они... Они в порядке, Томпсон. Ослеплены на несколько минут или около того. Поэтому нам нужно поторапливаться. Вставай, солдат... Томпсон! Я не Флэш Томпсон! Нет? Что ж, чертовски жаль. Загадочная фигура стояла над еле живым Броком. Кто же этот человек и что ему нужно? Он вколол конскую дозу снотворного в обессилевшее тело Брока. Но в любом случае, думаю, ты в деле. Эдди, просыпайся. Я качусь во тьму. Нам больно, Эдди. Убей его. Покончи с ним, покончи со всем. Тьма. Боль. Громко. Больно. Следовало оставить тебя, недостойный. Заткнись! Действие нейролептика закончилось. Усилители испускают низкочастотные звуки, которые слышит только мой другой. Таким его не убьешь, но их достаточно, чтобы держать его в узде. Добавьте к этому доменную печь за моей спиной, которая дает понять, что этот парень разбирается в симбиотах. С добрым утром, солнышко. Жарковато для тебя? Темнокожий мужчина преклонных лет с уродливыми шрамами от ожогов на лице сидел напротив связанного Эдди. Какого черта? Что тебе от меня нужно? Ладно, я не из тех, кто играет в игры, поэтому буду с тобой прямолинеен, сынок. Мне нужна твоя помощь. По правде говоря, мне нужна была помощь Флэша Томпсона.
Но, похоже, мои данные слегка устарели. И теперь я мучаюсь с тобой. Ты же Брок, да? Эдди Брок? Эдди, что ты знаешь о проекте перерождения? Точнее, о версии 2.0. Слышишь меня? Я заговорю этому идиоту зубы, а ты доберешься до него. Да, я вырву его легкие. Нет, не убивай его! Эдди, пожалуйста, не кричи на нас. Мы не знаем, что с нами не так. Наши мысли истерзаны и... Знаю. Просто сосредоточься. Эдди борется с Веномом, а Веном борется сам с собой. Эта пара действительно создана друг для друга. У них в голове у обоих полная каша и неразбериха. Проект перерождения. Военная программа, что явила миру Капитана Америку, и больше ничего хорошего. Несколько лет назад они ее вновь возобновили, используя в этот раз моего другого. Твоего кого? Моего симбиота. Пришельца, что... О, ха-ха-ха. Ладно, я понял. Никогда раньше не слышал, чтобы его так называли. Продолжай. Точно. Продолжай смеяться, ублюдок. Особо нечего рассказывать. Они прицепили мой костюм к Флэшу Томпсону в попытке создать нового суперсолдата. Не совсем так. Далеко не нового, сынок. Последнего. Он показал фото Броку, на котором 5 человек, очевидно, времен войны во Вьетнаме, а может и раньше, по всей видимости, использовали симбиотов в виде экипировки. Удивлен? Да брось. Что? Ты не был первым, как и Флэш. Даже близко нет. Меня зовут Рекс Стрикленд, и я был как ты. Много лет назад ко мне и нескольким парням прицепили безумные инопланетные хуёвины и отправили убивать людей по всему миру для американского правительства. Но я имел дело с этим омерзительным дерьмом. Поэтому есть несколько вещей, которые тебе нужно обо мне знать. Первое и самое главное. Веном попытался обезвредить Стрикленда, добравшись до его уха. Но тот мгновенно отреагировал, опалив щупальца симбиота своей зажигалкой. Тебе не подкрасться ко мне своим симбиотным отродьем. Поверь мне, я забыл об этих штуках куда больше, чем ты когда-либо знал. Ха, ты так думаешь? Хочешь проверить? Ну давай начнем с малого. Твой симбиот, твой, как ты его назвал, твой другой, довольно долгое время вы с переменным успехом были вместе, так? Скажи мне, как его зовут? Я не думаю. А как насчет этого? Сколько ему лет? Что он любит есть? Какова для него идеальная температура? Знаешь ли ты, сколько носителей у него было? Я имею в виду до того, как он попал на эту планету. Ему вообще подходят люди? Стареешь ли ты, когда он на тебе? Не знаю, заметил ли ты, но я не выгляжу на свой возраст. Знаешь ли ты, что стоит у этой штуки за большими зубами и белоснежным символом паука? А я знаю. И могу обучить тебя, помочь тебе. С чего ты взял, что нам нужна помощь? В последнее время мучают кошмары. Эдди, чего ты хочешь? Я покинул программу симбиотных солдат много лет назад, став агентом Щита. Мои товарищи... Что ж, им повезло меньше. Их отправляли на слишком большое количество заданий, из-за чего они навсегда слились со своими пришельцами.
И правительство не нашло им особого применения после того, как те сошли с ума. Поэтому про них забыли до лучших времен. Эдди листал папку с документами и фото. Он не мог поверить, что правительство знало о симбиотах задолго до того, как костюм попал к нему. Он злился и был в ярости от того, что спецслужбы снова попытались наложить руку на силу, которая им не подвластна. С распуском щита моих парней переводят в один из секретных комплексов, на которых щит складирует все свои косяки. Их собираются там уничтожить, Эдди. Это хорошие ребята. Я не могу позволить им вот так закончить. Брок еще раз посмотрел на фото. Он понял этих парней как никто другой. И ему было знакомо желание Рекса помочь дорогим ему людям. Симбиоты, которые вы носили. Откуда они? Чертовски хороший вопрос, сынок. Хочешь помочь мне узнать ответ? Да, хотим. Рекс дал нам наводку на систему подземных автострад, который использовал щит для тайной перевозки своих кошмаров. Мы спасем этих людей. Я получу ответы и помогу своему другому. Эдди стоял посреди подземного секретного тоннеля, а навстречу ему несся конвой, что перевозил парней Рекса. А затем мы убьем каждого, кто приложил к этому всему руку. Но всему свое время. Конвой полностью автоматизирован и предположительно надежно защищен. Посмотрим. Blackhead 2. Видишь это? Похоже, впереди еще один бомж. Внедорожники поддержки. Вот настоящая проблема. Тяжело бронированные, навороченные. И управляются невинными, а может, очень тупыми людьми. Как эти ребята сюда пробираются? Но ты знаешь, они как крысы и тараканы. Пробираются куда угодно. Именно. Приятель, что нам делать? Очистить дорогу? Не. Поберегите боезапас и задавите его. Окажем миру услугу. Ты слышал это? Да, Эдди. Плохие люди. Точно. Ты готов? В прошлый раз. Мы знаем. В этот раз мы тебя не подведем. Сейчас мы чувствуем себя куда сильнее. Грузовик попытался сбить его, но, будучи в своей максимальной форме, симбиот остановил его, как игрушечную машинку. От удара водитель и пассажир вылетели через лобовое стекло. Именно поэтому стоит пристегиваться, особенно когда собираешься сбивать огромного антигероя в инопланетном костюме. Огонь охватывает тоннель. Нужно поскорее заканчивать. Симбиот слушается меня. Работаем как один. Чувствуется лучше. Чувствуется как надо. Блять, это что? Веном? Соберитесь. Уничтожьте его. Военные открывают по нему огонь, но Веному все нипочем. Что изменилось? Почему ты слетел с катушек в переулке? Брок пытается разобраться, что пошло не так в прошлый раз. Разберусь потом. Я здесь по делу. Нужно доставить этих бедных ребят в безопасное место. Лишь Богу известно, что с ними вытворяла Он почти открыл дверь контейнера, как раздался мощный взрыв, что отбросил его на добрый десяток метров. Мы почувствовали ее сразу, как только увидели их. Ту же расползающуюся тьму из кошмара. Чем бы она ни была, она поглотила моего симбиота. И она внутри тех людей. Из фургона вырвались наружу 4 облаченных в костюм симбиотов. Но они были обезображены тем же безумием, что в переулке накрыло и Венома. Тот же древний голос.
обвивающий мой позвоночник, словно черное щупальце. И внезапно... Что? Что ты делаешь? Веном покинул тело Брока, оставив его одного среди огня и монстров. Я совсем один. Нет, вернись! Зачем ты это делаешь? Время тянется. Никогда не чувствовал себя таким беззащитным, таким уязвимым, мелким. Я инстинктивно кричу своему другому защитить меня. Ну давай, дерзай! И слишком поздно понимаю, что кричу прямо во мрак. Веном его не слушается. Все они словно мантру повторяют одни и те же слова на неизвестном языке. Единственное, что последовало, это боль. Эдди на рефлексах бросился на одного из симбиотов, не поняв, что он остался без защиты, и Веном ему никак не поможет. Симбиот пронзил грудь Эдди, отчего тот мгновенно упал на землю. Эдди! Эдди, очнись! Все будет хорошо, Эдди! Мы тебя вылечим! Мы не знаем, что произошло, Эдди! Мы не хотели тебя оставлять! Нас заставили! Мысли нас заставили! Эдди! Они... Что они делают? Кто-то приказал Веному обнажить тело Брока. Кто бы это ни был, у него огромная власть над этими созданиями. Возвращаются в грузовик. Зачем? Что внутри? Помолчи, Эдди. Не отключайся. О боже, они... Спокойнее дыши. Они мертвы. Что-то внутри грузовика отобрало их симбиотов. Что? Эдди, тебе нужно дышать. Ты умираешь. Эдди приподнялся, чтобы заглянуть вглубь контейнера. Он увидел 4 обезображенных и мертвых напарников Стрикланда, которые выглядели так, будто их выпили досуха. Черная пелена. Там есть что-то еще. Я должен знать. Тот язык. Ты тоже говорил на нем. Что это значит? Мертвый язык. Мой вид не разговаривает на нем миллионы лет. Сложно перевести. Скажи мне, черт! Хорошо. Они говорят: Бог. Грядет пришествие. На поверхности асфальт треснул, раздался взрыв, и из-под земли вылетело огромное существо с гигантскими крыльями. Благодаря нападению на конвой Эдди и Венома, оно получило свободу. Прошло 8 часов с тех пор, как я отправил Брока спасти моих братьев. И 10 часов с тех пор, как он в последний раз выходил на связь. Боюсь, задание провалено. А мои друзья потеряны. И я начинаю задаваться вопросом, что заставило меня довериться человеку, которого я никогда не встречал и о котором я ничего не знаю. В этом же суть всего, не так ли? Внутри, под покровом тьмы. Кто же такой Эдди Брок? Рекс Стрикланд еще не видел новостей. Он полагал, что Эдди Брок либо обманул его, либо погиб. Веном пытается залечить огромную дыру в теле Эдди. Он сращивает плоть и кости. Еще есть время, чтобы его спасти. Я навожу о нем справки и все больше задаюсь вопросами. Мать умерла во время родов, католичка до мозга костей. Единственный ребенок в семье. Отец был богат, но все потерял, когда с Эдди произошел какой-то несчастный случай в детстве. Что с тобой произошло, Эдди?
Паренек был умен, поступил в колледж, устроился в Daily Globe. Писал об убийствах, нераскрытые дела, серийные убийцы и все в таком духе. Почему тебя интересовало подобное? Однажды он написал статью не про того парня. И в результате нахер вылетел из газеты. Пропадает из поля зрения. Куда же ты делся? Возвращается в новеньком инопланетном костюме. Зовет себя Веномом. Становится нью-йоркским суперзлодеем, пытающимся убить Человека-паука. Почему его? Что, черт возьми, тебе сделал Человек-паук? В мгновение ока становится хорошим парнем, который пытается защищать людей в Сан-Франциско. Почему тебя так заботят невинные? И подобного было еще много. Карнаж, Рак, Токсин, Антивеном. Рождался, умирал и перерождался из раза в раз. Быть может, это и есть настоящая история Эдварда Алана Брока. Человека с 1000 вторых шансов. Короля возвращений. Веном залечил рану и запустил сердце Эдди. Он снова в строю. Но вопреки его ожиданиям, теперь у него вопросов еще больше, чем было до этой вылазки. Проблема в том, что я знаю, кто он на самом деле. Но я чертовски боюсь это признать. Эдди Брок — никто. И в один прекрасный день его шансы исчерпают себя. Может сегодня, а может через сотни лет. Так или иначе, но правды не изменишь. Он очередной труп, облаченный в собственный гроб. Простите, парни. Мне следовало... Твои парни мертвы! Брок и Веном добрались до Стрикленда, чтобы спросить у него за подставу, на которую он их подписал. А ты лгал нам! Эдди, что с тобой случилось? В смысле, они мертвы? Просто успокойся и... Нет! Эдди швырнул огромную бочку в Рекса. Ты отправил нас на верную смерть. Не знаем, что за игру ты затеял, Стрикленд. Но играть в нее мы не будем. Сейчас я чувствую, как она подступает. Тьма обвивает мой позвоночник и берет вверх. Думал, что тогда это был мой другой. Но нет. Это что-то иное. Что-то нас заражает. Нечто зловещее. Наш Карасаре. Чего? Что ты сказал? Нас нужно остановить. Надо сосредоточиться. Вернуть контроль, прежде чем мы убьем этого человека. Веном снова теряет контроль и набрасывается на Рекса с неистовым желанием убить его. Земля из-под ног уходит. Тьма просачивается. Всюду. Мы на грани. Борис Брок, будь сильнее этого. Рекс. Среди повторяющейся мантры Стрикленд смог разобрать свое имя. Брок и Веном сопротивляются зловещей силе, что хочет взять над ними контроль. Эдди сунулся лицом в огонь, чтобы при помощи жара и боли ослабить телепатическую связь Венома с таинственным голосом. Бог мой, сынок. Тот язык, на котором ты говорил. Что стряслось? Ты серьезно не в курсе, да? Выключи телек. Существо, вырвавшееся из канализации Верхнего Манхэттена, было несколько раз замечено в разных частях города и, по словам очевидцев, выглядело как, цитата, «дракон, покрытый нефтью». Нет, быть этого не может. Эту штуку перевозили с твоими людьми. Они были заражены, прямо как я сейчас. Только сильнее. Они почти прикончили меня, Рекс. А потом твои парни освободили ту штуку
И она убила их, поглотив их симбиотов, как ни в чем не бывало. Что это такое? В какую хрень ты меня втянул? Я думал, что оно было мертво. Все началось на войне. Нас прижал огнем снайпер, которого мы не могли обнаружить. Мы истратили весь небольшой боезапас, что у нас был, но это едва помогло. Мне было 19 лет. Без укрытия и воздушной поддержки, которая была слишком далеко, у нас просто не было выбора. Мы начали копать, ебашили лопатами как черти, чтобы выжить. С каждой лопатой земли рядом со мной умирал один из друзей. Думаю, что мне никогда в жизни не было так страшно, как тогда. Но я копал недостаточно глубоко. Слишком поздно мы узнали, что стало с предыдущим подразделением, попавшим в эту ловушку. Они погибли так же, как погибнем и мы. Пока роем собственную могилу. «Стрикленд, какого хера ты делаешь? Копай, чё!» Я не был героем войны. Хочу, чтобы сейчас ты так не думал. Там я творил ужасные вещи, Брок. Насколько я знаю, ярость стрелка, отстреливавшего нас, была вполне оправдана. Но я не собирался позволить ему выплеснуть ее. Не в этот день. Я знал, что моим братьям не вырыть траншею, находясь под ебучим прицелом. Опять же, я не Капитан Америка. Я знал, что не смогу добраться до стрелка вовремя. Но я железно мог задержать несколько пуль, каждая из которых была для моих друзей. И выиграть для парней несколько секунд, чтобы добраться до укрытия. На этом моменте моя история должна была закончиться, Брок. Наверное, они бы передали отцу мою посмертную медаль, попутно сморозив чушь про то, как я был храбр. Но история закончилась совсем не так. Помню, как я смеялся, глядя на небо. На подлете была поддержка с воздуха, о которой мы так молили. Помню чувство вины за облегчение, которое я испытал, закрыв в ожидании глаза. А затем я почувствовал лишь напалм. Все это было вот к чему. Когда люди, прицепившие ко мне симбиота и превратившие меня в монстра, пришли со своим предложением, я был не в том состоянии, чтобы спорить. Помню стоявшего в тени Фьюри. И до сих пор не понимаю, почему он выбрал именно меня. Во мне не было ничего особенного. Черт, может, поэтому и выбрал. Я думаю, что видел дьявола в джунглях. Считал, что повидал ужасы войны. Но тогда я понял, что никогда не сталкивался с истинной тьмой. Я очнулся от того, что тонул и не мог дышать. Но потом я понял, что мне больше не нужно дышать. Симбиот, которого мне ввели, был лишь частью этой твари, этого ужасного древнего создания. Но даже с той частичкой я ощущал, что могу рвать богов голыми руками. В тот момент я видел все. Вселенную, паутину, соединяющую все вокруг и надвигающийся, подобно щупальцам, мрак. Я сразу понял, что это существо было древним. Старше нас. Старше звезд. Мимолетом я увидел места, где оно бывало, и ужасы, что оно сеяло в бесчисленных мирах, погружая их в безумие, чтобы потом поглотить. И тогда мне казалось, что я вот-вот тронусь рассудком из-за масштабов чудовищности всего этого. Оно пробудилось. Я чувствовал его, оно говорило. Тогда мне было непонятно, что значили те слова. Но не теперь. Потому что с тех пор
Я слышу, как их кричат в моих кошмарах. Они гласят: «Грядет пришествие!» По новостям показывали, как огромный симбиотический дракон атакует жителей города. Загадочное существо вновь появилось в прямом эфире. Вот черт! По нашим сведениям, мэр Фиск вызвал Мстителей. Ладно, нам нужен план, Брок. Ты не можешь просто... Прямо сейчас мы ведем прямой репортаж с места событий, и пока лишь один герой прибыл на место происшествия, чтобы встретиться лицом к лицу с этим существом. Эдди! Рекс хотел обратиться к Броку, но тот исчез. Он отправился на сражение с этим нечто, чтобы искупить свою вину, ведь отчасти это именно он стал причиной того, что монстр сбежал. Часть меня, которой я не люблю думать, знала, что этот день настанет. Нельзя облачиться в черное и жидкое зло без какой-либо расплаты за это в будущем. Выходит, Щит откопал некое подобие древнего дракона-симбиота и использовал его, чтобы превращать людей в солдат. И теперь он тут. Вроде как. Существо питается симбиотами. Оно поглотило людей Рекса. И на очереди мы. Это лишь вопрос времени. Что ж, мы не собираемся сидеть и ждать смерти. Если этому суждено случиться, то так тому и быть. Друзья, если вам интересно продолжение и интересно узнать, кто же этот дракон на самом деле и о какой симбиотическо-космической сущности говорил Рекс Стрикленд, то обязательно пишите комментарий, и я сделаю продолжение. Спасибо, что были со мной. Удачи вам и хорошего дня.